стране возможностей начинаются иммигрантские аресты и задержания. Какие причины заставляют переселенцев рисковать своей жизнью и благополучием? Посмотрите мое видео о том, как невинная покупательница стала жертвой жестокой стрельбы, получив 13 швов, когда в магазин ворвался иммигрант. Также из видео вы узнаете шокирующую правду о том, кого Америка считает иностранцами с особыми интересами и почему их действия ставят под угрозу безопасность граждан и разрушают саму нацию. Иммиграция. На лодках и самолетах, и никогда больше не оглядываясь назад, они прибывают в Америку. Сегодня мы поговорим об иммигрантах США. Иммиграция определяется как выезд из страны происхождения для постоянного проживания в другой. В Соединенных Штатах самое большое количество иммигрантов в мире – более 40 миллионов человек. Это примерно 14% от всего населения США. Азия была когда-то первым континентом по количеству иммигрантов, но в последнее время мексиканский поток перекрыл азиатский. На протяжении всей истории США иммиграция играла значительную роль в культурных изменениях, но политические, социальные и экономические аспекты вызывали много споров в отношении трудоустройства, преступности, тенденций голосования, структуры расселения, этнической принадлежности, восходящей социальной мобильности и экономических выгод. Несмотря на разногласия, иммиграция играет значительную роль в развитии экономики США. Стрельба в Бродвее. Без проблем здесь никак не обходилось. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс недавно предупредил, что город может быть разрушен, если он не получит дополнительной помощи для поддержки притока мигрантов. И вот такие события произошли позже. Трое венесуэльских иммигрантов, 2 15-летних и 1 16-летний, зашли в спортивный магазин на Бродвее, схватили кое-что из одежды и попытались уйти с украденным. Охранник магазина выхватил сумку с краденными товарами у одного из подозреваемых. В ответ на это молодой человек выстрелил в сторону охранника из пистолета 45-го калибра, но попал в ногу 37-летней туристки из Бразилии, покупавшей спортивную обувь. Невинные покупательницы, в которую попали, наложили 13 швов на ногу в больнице. На видеозаписи видно, как Иисус Алехандро Ривас Фигероа, который был одет во все белое, и другой подросток выбегают из магазина. Полицейские, патрулировавшие район, начали преследовать их, при этом один из офицеров схватил одного из подростков, а другой продолжил бежать за стрелявшим, и тот открыл по нему огонь. Полицейский не мог ответить тем же, так как улица была полна людей. Погоня продолжалась, стрелок снова выстрелил в полицейского и скрылся на станции метро, а затем по рельсам смог выйти на улицу. 2 других подозреваемых были задержаны, и полиция пытается определить, какую роль, если таковая была, они сыграли в стрельбе. На следующий день был пойман и стрелявший подросток. Он проживал во временном убежище после миграции из Венесуэлы. Алехандро Ривас Фигероа въехал в США в сентябре 2023 года и остановился в отеле, в котором проживают мигранты. Почему пистолет не был найден ранее? Безопасностью приютов занимается частный подрядчик, и у него нету металлоискателей. Власти заявили, что Ривас Фигероа был со своей матерью, когда они нашли его в другом доме, так как утром они покинули отель и хотели бежать. Помимо этой стрельбы, юный венесуэлец подозревается в вооруженном ограблении в Бронксе и инциденте со стрельбой в центре Манхэттена. Власти заявили, что не собираются идти и обвинять все сообщество мигрантов в том, что они плохие люди. Их забота просто убрать этого вооруженного и опасного подростка с улиц города. Во всей этой истории меня смущает одно – детские слезы венесуэльца при задержании и его 45-й калибр. Как это сопоставить вместе, я пока не знаю. Убийство 22-летней студентки-медсестры. Еще одно жестокое убийство иммигрантом 22-летней студентки-медсестры Лейкен Райли в кампусе Университета Джорджии вызвало обеспокоенность у всех американцев. Райли предположительно была убита 26-летним Хосе Ибарой, когда она совершала пробежку по грунтовым тропам возле озера. Полиция назвала это преступлением по расчету. 26-летний Хосе, подозреваемый в убийстве, является гражданином Венесуэлы, который незаконно въехал в штат Техас в сентябре 2022 года и был освобожден в США условно-досрочно. Он проживал в многоквартирном доме, расположенном на краю парка, где бегала начинающая медсестра.
От двери и бары до приблизительного места убийства 5 минут ходьбы. Нашли Райли с видимыми травмами через 30 минут после того, как полиции позвонил обеспокоенный друг жертвы, который сказал, что она вышла на пробежку и не вернулась. Сотрудник полиции заметил ее лежащей на земле. У нее были травмы, и полиция не смогла нащупать пульс. Они применили искусственное дыхание. У полиции был с собой дефибриллятор, и они несколько минут безуспешно пытались привести жертву в чувство. Райли скончалась от удара, нанесенного тупым предметом. Мать жертвы уверяет, что бесчисленное количество раз говорила своей дочери быть осторожной, когда она гуляет одна, и бегать только со своим лабрадором-ретривером. Многие женщины обратились в социальные сети, чтобы поделиться советами по безопасности для одиноких любителей бега и собственными историями о страшных столкновениях во время пробежек. Сара Лайонес, бегунья из Чикаго, опубликовала видео с советами по безопасности для бегунов, которое стало вирусным на TikTok. Полиция же предъявила Ибарри обвинение в убийстве по злому умыслу, тяжком преступлении, нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах, нападении, незаконном лишении свободы, похищении, препятствовании звонку в службу 911 и сокрытии смерти другого человека. Брат подозреваемого в убийстве был уволен из университета после того, как он предъявил поддельную грин-карту для работы в столовой. Вот к чему приводит воссоединение с членом семьи. Нелегальный мигрант из Сальвадора. А вот нелегальный сальвадорский иммигрант был арестован в связи с убийством малыша в Лэнгли-парке, штат Мэриленд. По данным властей, 25-летний Нилсон Трехо Гранадос на данный момент является подозреваемым в убийстве двухлетнего мальчика. Полиция сообщила, что Трехо Гранадосу предъявлены обвинения в убийстве первой и второй степени. Он остается под стражей в полиции под подпиской о невыезде. Представитель иммиграционной и таможенной службы подтвердил, что Нилсон является незаконно находящимся на территории США гражданином Сальвадора. В 2022 году судья по иммиграционным делам распорядился выдворить его из страны. Ему ранее уже предъявляли обвинения в краже, и он уже отбывал наказание, но был освобожден в марте 2023 года. А в сентябре того же года его обвинили в том же и попытке воспрепятствовать правосудию. И снова иммигрантская тюрьма, а через месяц он вновь был на свободе. 8 февраля 2023 года детектив, работающий в этом районе, услышал стрельбу и попытался найти место преступления. Он обнаружил ребенка с огнестрельным ранением. В больнице, куда малыш был незамедлительно направлен, была констатирована смерть. Мать мальчика также была ранена, но ее травмы не были признаны опасными для жизни. После убийства полиция выявила и арестовала еще 4 подозреваемых, в том числе 15-летнего и 16-летнего юношей. Им обоим были предъявлены обвинения как взрослым. Был арестован и Джонни Турчиас. Предварительное расследование показало, что 2 группы мужчин затеяли перестрелку. Сальвадорец находился в угнанном золотом внедорожнике, затем вышел из машины и открыл огонь по другой группе лиц. Следователи установили, что шальные пули попали в малыша и его мать, которые прогуливались неподалеку. Опасности подстерегают нас всюду. Сумасшедшие люди могут быть и на дорогах. Они даже могут специально провоцировать ДТП. А что делать, если вы попали в ДТП в Америке? У вас же нет миллиардов долларов и отряда адвокатов, к которым можно обратиться за помощью. Где найти грамотного юриста? Как получить компенсацию, если у вас нет страховки? Компания ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион долларов для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы, ссылка в описании. Нелегальный иммигрант обвиняется в сексуальном насилии. Америка такая же большая, как и разгул иммиграционной преступности. Власти Вирджинии арестовали 32-летнего гражданина Венесуэлы, незаконно находящегося в США за сексуальное насилие над несовершеннолетней. Ренцо Мендоса Мондес был арестован 22 февраля по 2 уголовным обвинениям в связи с сексуальным насилием, имевшим место в январе. Этот арест был произведен на фоне роста числа насильственных преступлений против граждан США, совершаемых нелегальными иммигрантами. По словам официальных лиц, жертвой была 14-летняя девочка.
Так как в этих преступлениях замешан несовершеннолетний, никаких дополнительных подробностей не разглашается. Мендоса был арестован по одному уголовному обвинению в совокуплении с несовершеннолетним без применения силы и еще по обвинению в непристойных вольностях с ребенком. Официальные лица заявили, что он находится в стране нелегально после того, как был ранее задержан и освобожден таможенным и пограничным патрулем в сентябре 2023 года. То есть на самом деле всего этого могло и не произойти, будь официальные лица строже и принципиальней. Нелегалы на скутерах тащат женщину. Еще одни члены преступной банды мигрантов протащили женщину по улице Нью-Йорка. Они выхватили у нее сумочку, а затем ударили ее об стальной столб, прежде чем разогнать свой байк. Инцидент произошел в конце декабря, но видео привлекло широкое внимание, когда полиция объявила об арестах организованной преступной группировки, подозреваемой в 62 аналогичных нападениях. Жертва рассказала, что воры украли ключи, телефон, кредитные карты и очки, а также ее сумку. Комиссар полиции же сравнил их с призраками без документов, у которых нет телефонов, социальных сетей, а иногда и имен или дат рождения. По словам руководителей полиции Нью-Йорка, многие подозреваемые живут в системе приютов для мигрантов и недавно прибыли из других стран. Предполагаемый главарь банды, 30-летний Виктор Парра, оставался на свободе, поскольку полиция пыталась его разыскать. Полиция обвиняет Пару в координации краж через социальные сети и публикации того, какие телефоны он хотел, чтобы их украли иммигранты, которые, возможно, даже не знали друг друга по ограблениям. После получения заказа преступники крали скутеры и отправлялись на улицы, чтобы отобрать телефоны и кошельки у жертв. Затем хакер из банды взламывал украденные телефоны, получал доступ к банковским и финансовым приложениям и выводил средства со счетов. Если же деньги заканчивались или владельцы блокировали свои сбережения, тогда украденные телефоны отправлялись по стране или в Колумбию для перепрограммирования и перепродажи. Полиция обнаружила 22 украденных телефона и арестовала технического специалиста, находившегося дома у Пара. Их становится больше. Несмотря на жесткие меры, иммигрантов в США с каждым днем становится все больше и больше. Недавно улицы и аэропорт в Сан-Диего были заполнены примерно 1500 нелегалами после того, как их выпустили из центра приема иммигрантов. Центр работал в заброшенной школе и был закрыт из-за прекращения финансирования. На это тратилось около $1,5 миллиона в месяц. Там предоставляли мигрантам место, где они могли укрыться и зарядить свои телефоны, пока предоставленные данные не обработают, а их самих не отправят в конечные пункты назначения. С октября 2023 года центр принял более 81 тысячи мигрантов. После его закрытия в аэропорт Сан-Диего прибыли сотни его обитателей. Некоммерческая организация помогала мигрантам зарегистрироваться на рейсы, в то время как другая благотворительная группа была замечена раздающей еду. Один иммигрант около 5 дней ночевал за пределами аэропорта, потому что не мог получить доступ к своему банковскому счету в Марокко. Он сказал, что пересек границу с большой группой других нелегалов, был встречен пограничным патрулем и доставлен в транзитный центр, где они затем сели на автобус до аэропорта. Он надеялся вылететь в Нью-Йорк. Многие же из вышедших на свободу спрашивали, как добраться до других пунктов назначения. У отпущенных иммигрантов не было туалета, поэтому некоторые справляли нужду на парковке для остановки автобусов и переодевались между машинами. С осени 2023 года через центр прошли 2500 граждан Мавритании, 2500 граждан Узбекистана, 1600 Афганистана, 850 России, 500 Таджикистана, 400 Кыргызстана и 6100 из Турции. Также там были нелегалы из Вьетнама, Грузии, Сенегала, Камеруна, Непала, Румынии, Эфиопии, Колумбии, Китая, Мексики, Бразилии, Эквадора, Гвинеи, Индии, Гватемалы и Перу. Граждан из этих стран считают иностранцами с особыми интересами, которые должны пройти дополнительную проверку федеральными властями после задержания пограничным патрулем. Причины, по которым люди предпочитают эмигрировать. Вот причины, по которым люди предпочитают эмигрировать именно в Соединенные Штаты. Ну, во-первых, Соединенные Штаты часто изображают как землю обетованную, где люди могут стремиться к более высокому уровню жизни, недоступному в других странах.
Также Соединенные Штаты предлагают родителям возможность дать своим детям лучшее образование. Привлекательность престижных университетов и колледжей Америки безусловна, и она может сыграть свою роль в переезде. Наряду с образованием многие люди эмигрируют туда в поисках лучших возможностей трудоустройства. И несмотря на миф о том, что они отнимают работу у рожденных и воспитанных американцев, ученые обычно сходятся во мнении, что иммиграция оказывает положительное влияние на рынок труда. Еще люди воссоединяются с членом семьи, который уже живет в Америке. Гражданин или постоянный житель США может пригласить своего родителя, супруга или ребенка. А бывает еще так: двое людей, живущих в разных странах, хотят пожениться, и один обычно переезжает на родину другого. Это стало распространенной причиной иммиграции в США и вызвало рост числа онлайн-знакомств и знакомств на расстоянии. Неграждане часто рассматривают Америку как безопасное убежище, подвергаясь этническим, расовым и религиозным преследованиям у себя на родине. Если они живут в зонах конфликтов, они могут получить статус беженца, если они соответствуют определению и представляют гуманитарную озабоченность правительства США. Также, будучи демократией, штаты предоставляют иммигрантам шанс на то, чтобы их голоса были услышаны. Конечно, не всегда получается так, как мы планируем. Но возможность голосовать – это право и привилегия, которой наделены немногие люди по всему миру. И, наконец, иммигрируют, потому что это Америка. Эта последняя причина может быть немного обманчивой, но нельзя отрицать влияние. Имидж Америки оказывает воздействие на людей во всем мире. Да кто вообще не был бы загипнотизирован блеском Голливуда или суетой центра Манхэттена? От спорта до телевидения и всего, что между ними, влияние Америки распространяется повсюду, создавая привлекательный образ для тех, кто заинтересован в эмиграции. В завершении скажу следующее. В стране, где когда-то царила свобода и справедливость, теперь царит страх и разделение. Напряженность из-за проблем с мигрантами достигла точки кипения, угрожая разорвать саму ткань общества. Больше нельзя игнорировать эту кризисную ситуацию. Пришло время привлечь к ответственности тех, кто нарушает законы и подвергает опасности граждан. Америка всегда была страной иммигрантов, но нельзя позволить, чтобы доброта воспринималась как слабость. Надо установить четкие границы и обеспечить соблюдение законов. Проблема настолько велика, что я продолжу ее освещать. Поэтому подписывайтесь на канал. Желаю всем мира и добра. Пока-пока.